Всем привет! Сегодня мы с вами поговорим о том, где же лучше зимовать – во Вьетнаме или же в Египте. А давай, Вика, я начну с того, чтобы твоим зрителям или нашим теперь уже зрителям было понятно, почему мы там оказались. Все началось с Египта. Мы живем в Египте уже 3 года, и мы самые настоящие климатические мигранты. Потому что я родилась в Сибири, мой муж родился в Питере, и мы жутко страдали от отсутствия солнца и тепла. И поэтому выбор пал на Египет, и вот мы живем здесь. И представляешь, зимой нам здесь холодно. Вот как хочешь. Кто-то говорит нормально, кто-то даже купается, а нам зимой здесь холодно. И поэтому каждую зиму мы уезжали в Юго-Восточную Азию. Мы бывали в Таиланде, мы бывали на Филиппинах, в Малайзии. И никогда не бывали во Вьетнаме и очень хотели поехать, потому что очень много об этом слышали. И вот в этом году мы там провели январь и февраль. Решили мы остановиться в Нячанге. Нячанг – это такой курортный город. Можно его чем-то сравнить с Хургадой, но он, конечно, намного больше, и он не такой курортный. Там есть нормальная жизнь, там живет большое население, по-моему, 500 000 человек, там есть производство. Ну и, естественно, поскольку город стоит на берегу Южно-Китайского моря, а Южно-Китайское море – это море без берегов, оно открытое, и, собственно, это практически океан. Вот, и там все очень хорошо. Значит, остановиться во Вьетнаме, в Нячанге можно в разных местах и на совершенно разные бюджеты. От $150 до бесконечности, потому что все побережье центра города, севера города, оно уставлено огромными компаундами, не такими, как в Хургаде. Не просто компаундами, а небоскребами. То есть вот мы жили в компаунде «Океанус», который называется, и там было 42 этажа. И это было 4 башни. 4 башни по 42 этажа, населенные практически русскими. Ну, не русскими, конечно, русскоговорящими, с Украины, с Беларуси, с России. И там их где-то 60%. И оставшиеся 40% это китайцы. Ты не против, если я буду все время сравнивать? Буду рассказывать о разных моментах жизни и буду сравнивать их с Египтом. В общем, в отношении жилья, мое мнение такое, что уровень жилья, конечно, там выше. Уровень ремонта, уровень меблировки, вообще вот этого всего дизайна. Это все немножко, процентов на 15-20 получше, чем в Хургаде. Что касается цен, то цены, наверное, ниже 150 трудно найти, но за $150 это будет проживание в вьетнамских районах, не вот в таких больших компаундах или кондоминиумах, в котором мы остановились. В нашем компаунде квартира с 1 спальней при невысокий сезон стоит в районе $350-400. Нам пришлось заплатить 500, потому что мы совершили одну из самых больших ошибок, которые я никому не рекомендую совершать. Нельзя приезжать во Вьетнам в январе месяце. Потому что в конце января, 25 числа, наступает вьетнамский Новый год Тет. Он немножко совпадает с китайским Новым годом. И если вьетнамский Новый год длится неделю, то китайский длится аж до 16 февраля. И начиная где-то с 10 чисел января, туда устремляются потоки отдыхающих из Китая, Кореи, и сами вьетнамцы приезжают. Потому что у них тоже принято на Новый год выезжать обязательно куда-то отдыхать. И цены взлетают фантастически. Нам пришлось заплатить $500 в месяц. Это очень высокая цена, она завышена. Нормальная цена в хорошем компаунде, хорошего бизнес-класса где-то $350. Вот можете сами сравнивать с Египтом. Практически такие же цены, но уровень жилья и уровень всего, что тебя окружает, другой. Значит, это что касается проживания. Что касается климата. Климат в Вьетнаме прекрасный, но не без недостатков. Значит, температура самая комфортная была в январе-феврале, которую я только испытывала в своей жизни. Это было градусов 25-27 днем и 22-23 вечером. То есть вот ты постоянно можешь ходить в футболке, не надо одевать никакие кофты и не надо ничего снимать с себя. Это, конечно, большой плюс, но поскольку это страна с тропическим климатом, там не так много солнца, как в Египте, и мы это тоже почувствовали. Что касается солнца, самое лучшее солнце точно здесь, в Египте.
Приглашаем вас в ювелирный магазин Навар Jewelry, где вы сможете выбрать ювелирные украшения на любой вкус. Украшения с бриллиантами, сертифицированными крупнейшим европейским институтом HRD Антверп и гемологическим институтом США GIA. Сертификаты можно проверить онлайн. Итальянское золото 750 пробы, белое, желтое, розовое. Серебро 925 пробы, инвестиционные монеты и золотые слитки. В магазине принимают индивидуальные заказы на украшения по вашему дизайну, в том числе и с натуральными камнями. Координаты магазина вы найдете под видео. Покупайте себе все самое лучшее. В отношении влажности. Все говорят, и нас пугали, и друзья нам говорили, и в интернете я читала, что там влажный климат, ничего не сохнет. И что я могу вот по этому поводу сказать? Мы не были там во влажный сезон. Наверное, не зря появляется такая информация. Но вот сейчас зимой там высокий сезон. И это означает, что сухо, тепло. Там высокий сезон зимой. Что такое высокий сезон? Высокий сезон значит самый лучший сезон. То есть влажность ниже, ветров немного и больше солнца. Вот. Ну, за 2 месяца, конечно, не только было солнце, и в основном было пасмурно. Вот. Но тепло. Тепло, комфортно и не влажно. И вещи сохнут, конечно, дольше, чем в Египте. Конечно, не 1,5-2-3 часа, но за сутки вещи высыхают. Хорошо, а вот что касаемо еды? Значит, еда во Вьетнаме здесь, если возвращаться к сравнению с Египтом, я бы их абсолютно на один уровень поставила. Хотя все, кто едет в Юго-Восточную Азию, говорят, вау, там все такое шикарное. Ну вот я же высказываю только свое мнение, это мое мнение, а у других может быть мнение другое. Самая лучшая еда в Юго-Восточной Азии в Таиланде. Самая разнообразная, самая изысканная, самая вкусная и необычная. Во Вьетнаме привычно, что мне понравилось, это традиционный фобо, этот суп из говядины, или фога, это такой же суп из курицы. И практически каждый день мы его ели, им невозможно наесться, он очень вкусный, в него добавляются пророщенные ростки, всякая зелень, приправы, их знаменитый вьетнамский рыбный соус. И это самое дешевое блюдо. Вот на уличных кафешках, там, где у нас продают таамею, фуль-фалафель, такие же, у них подают вот этот суп фобо, и он стоит 50 тысяч донгов, это 100 фунтов. То есть это самая дешевая, сытная, вкусная, с моей точки зрения, еда. Остальные все блюда, салаты и вторые блюда, мясо, мне нравится не сильно. Сами вьетнамцы говорят, что существует мнение, что вся кухня в Юго-Восточной Азии острая. Так вот, это не относится к Вьетнаму. Как раз их кухня не острая, и у них вся острота находится на столе. То есть на каждом столе есть набор соусов, и ты можешь добавить себе все, что угодно. Соусы эти реально острые, такие, что просто есть их невозможно. Но мне как-то соусы, запахи, консистенция вот этих вот вторых блюд в Вьетнаме не зашла. Это абсолютно не относится к фруктам, потому что фруктов в Вьетнаме много. Так же, как в Таиланде, как в других странах Юго-Восточной Азии, они такие разнообразные, ты на них смотришь и не понимаешь, это что-то живое или это можно есть. Цены на фрукты, цены на овощи такие же, как в Египте, а цены на фрукты повыше, процентов тоже на 15, на 10-15. Я вообще в этот раз восхищена была и распробовала дрэгонфрукт, который... Ты знаешь, он тоже сейчас появился в Египте, но там, они его там выращивают, это что-то невероятное. Он бывает 3 видов, белый внутри, красный, и бывает желтый, представляешь? И вкус у него, конечно, белый мой самый любимый, эта мякоть, которая сладкая и в то же время не сильно сладкая. И, в общем, это мой любимый фрукт. Манго во Вьетнаме тоже есть, они тоже его выращивают, он везде растет, на улицах, в садах, там стоит выйти за город, везде манго растет, но такого разнообразия сортов, как в Египте, там нет. Все, что я видела, это один сорт. И стоимость его процентов на 15 выше тоже, чем в Египте. Вьетнамцы совершенно не умеют варить кофе. Я не знаю, сейчас на меня, наверное, полетят
гнилые помидоры. Но при этом Вьетнам выращивает кофе, и они стараются выйти на одно из там, вторых, третьих мест в мире по выращиванию кофе. И на самом деле по выращиванию сорта робуста они уже и так на втором месте. В мире всего 3 сорта кофе. Это арабика, робуста и либерика. Про либерику мы вообще мало что знаем, а вот арабика и робуста – это самые распространенные. Ну, арабика более дорогая, считается более качественная, более нежная, с более тонким вкусом. Робуста более такая, ну, простецкая, что ли сказать. Так вот, Вьетнам выращивает робусту, и во всех кафе они используют вот эти кофейные зерна, жутко пережаренные, кофе приторный. Я бы даже не сказала, что он горький, он какой-то непонятного, да, какого-то пережаренного какого-то вкуса. При этом везде они добавляют сгущенное молоко. И вот это кофе по-вьетнамски, это такой крепкий, из высокой обжарки зерен, невкусный кофе, залитый сгущенкой. А там можно купить нормальный кофе? Только в интернете, нет, да, ну, можно сделать самому сварить, и в каких-то кофейнях, которые претендуют на какой-то уровень, да, например, какие-то булочные, кафешки, значит, вот что-то такое. Если это что-то более простое, если это вьетнамские рестораны, если это, ну, городские где-то закусочные или какие-то забегаловки, то, ну, я кофе пить вообще не могла. В Океанусе, где много русских, и где вот эти 4 небоскреба, где мы жили, русские ребята открыли кофейню, и мы к ним подошли, потому что настолько соскучились по вкусному кофе, и я его спрашиваю, баристу, а какой у вас кофе? А он так поворачивается мне и говорит, такой, к которому вы привыкли. Ну, то есть кофе, к которому мы привыкли. В этом смысле, конечно, в Египте намного лучше. Кофе здесь можно найти любой, и вообще мне очень нравится кофе здесь. Сколько денег ты потратила на питание? Вот смотрите, значит, на питание мы тратили в районе $1000 в месяц. Нас 2, мы с мужем были, и мы ни в чем себе не отказывали, но при этом мы не питались в ресторанах, как можно подумать. Мы всегда завтракали дома, сами готовили. Мы всегда обедали, ну, почти всегда в супом фобо, вот за 100 фунтов, если это на египетские деньги переводить. И только вечером мы иногда куда-то ходили, ну, может быть, через день. Вот. То есть вот такое смешанное, то есть не очень много ресторанов, но тем не менее в рестораны мы ходили. Ну, например, там сходить лобстера или что-то, какие-то морепродукты, которых там очень много. Ну, мы это сделали 1 или 2 раза. Вот. И при таком вот раскладе 2 человека на $1000 мы жили, ну, мы ни в чем себе не отказывали. Супермаркеты там лучше. То есть количество продуктов, вот, размер супермаркетов и вот то, что предложение, которое там есть, там, конечно, гораздо богаче, чем здесь. Хорошо, а сколько вы тут тратите? Столько же или, ну, может быть, чуть-чуть побольше. На питание? Да, с учетом того, что мы покупаем готовые продукты, какие-то полуфабрикаты, там пельмени здесь у наших покупаем женщин, там пирожки, мы что еще покупаем? Творог мы покупаем, потому что очень его любим, а там потрясающий творог в магазинах. Знаешь, Вика, много или мало $1000 на питание для 2 человек – это понятие относительное. Кому-то это много, кому-то это мало. Кто-то готовит дома, кто-то покупает полуфабрикаты. Поэтому вот я могу только сравнивать, сколько мы потратили здесь, в Египте, и сколько мы потратили там, во Вьетнаме. И я могу тебе сказать, что то же самое. Таня, как тебе менталитет местный? Интересный вопрос. И поскольку мы бывали в Юго-Восточной Азии, в принципе, имеем, ну, представление о людях, которые там живут, но Вьетнам для меня все-таки смог меня удивить. Опять же, возвращаясь к сравнению с Египтом, будем так рассматривать, потому что мы же живем здесь, в Египте. Значит, вьетнамцы абсолютно на противоположном конце находятся, чем арабы. То есть в плане вот открытости, в плане вот этой готовности начать разговор, познакомиться. Где-то даже вот это египетское понебратство, которое иногда нас раздражает, да, когда там любой продавец спрашивает where are you from, what's your name? Ты замужем, да, вот это вот все. Этого нет, вот как класс это отсутствует. Просто у этого есть другая сторона, что они менее приветливые, но при этом они ориентированы на оказание услуги, и, в общем, это все
мне очень понравилось. То есть никакой навязчивости, никакой приставучести, нет никаких на улицах торговцев, которые тебя за руки хватают, куда-то тебя зазывают. Ни в одного магазина, никто тебе ничего. Все готовы помочь, все дежурно готовы улыбнуться. И, в общем, это гораздо более комфортно, и путешествовать по стране гораздо более комфортно, потому что, ну да, наверное, все равно для туристов цены завышаются, и торговаться надо, и на рынке мы торговались и в 2 раза цены снижали, но вот такого приставучести такой вот нарушение такого твоих границ, вот как класс отсутствует. И еще очень интересно, ты знаешь, я заметила, что мы не видели за 2 месяца ни одной смешанной пары. Ни одной. Русский вьетнамка или вьетнамец русская. То есть это, наверное, этому есть какое-то объяснение, которое вот так вот, прожив 2 месяца, трудно понять. И без общения, без неформального уже дружеского общения с местными жителями, наверное, трудно понять, почему. Но это отсутствует как класс. Что еще? Супер. Класс. Угу. По поводу... Еще, давай продолжу еще. Еще очень, то, что мне очень нравилось, вьетнамцы очень просто помешаны на здоровом образе жизни. И если ты хочешь, если ты встанешь утром встречать рассвет, там встанешь в 5-5:30 и выглянешь на пляж, то ты увидишь, что там все будет во вьетнамцах, которые делают там всякую зарядку, цигун, там что-то еще. Они не злоупотребляют алкоголем, хотя там алкоголь везде льется на каждом шагу, и они занимаются спортом. То есть на каждой улице на расстоянии там, 500 метров друг от друга расположены такие простые открытые спортивные залы, джимы, и там с самого раннего утра, они с 7 утра работают. Вот мы с мужем тоже ходили практически каждый день. И вот вместе с вьетнамцами занимались в спортзале. И, в общем, короче, здоровый образ жизни, это у них прямо очень популярно. Мы платили 280 тысяч донгов за месяц. Это цены ниже. То есть здесь мы платим минимум в спортзале среднего уровня 800 фунтов и больше в месяц. А там это всего 550 фунтов, всего лишь $11 в месяц. Чего не заниматься спортом? Класс. Класс. И хороший фитнес-клуб, да? Хорошие, да. Есть элитные, вот в таких комплексах, как Океанус, есть элитные, где стоимость стоит там в 3 раза дороже, но эти вполне достойные, нисколько не хуже нашего проектив джима. Банковская система, как иностранцы получают деньги, переводы, все это есть? Да, это все существует. Карточку открыть невозможно иностранцу по туристической визе, а счет в банке можно открыть. И использовать QR-коды для оплаты везде на кассах, везде. То есть то, что сейчас как раз вот работает в России, где можно по QR оплатить из-за проблем вот с банковской системой. И тут тоже это можно, но карты открыть невозможно. А российские и украинские деньги меняются так же, как у нас. Так, ну давай про визы расскажи, пожалуйста. А давай начнем еще с перелета. Давай. Даже еще добраться надо. Давай. И в этом смысле, конечно, с Египтом все проще. Египет находится близко, и билеты относительно недорогие и из России, и из Украины, и из Европы. Вот. А до Вьетнама, конечно, нужно долететь. И билеты, конечно, не дешевые, в том числе из вышеперечисленных стран. Мы отсюда из Египта заплатили за двоих, наверное, $750 туда за билет и 1000 с лишним, наверное, $1100 обратно. Поэтому, конечно, в этом смысле Египет ближе к мировой цивилизации, а Юго-Восточная Азия будет подальше. По визам. Во Вьетнаме можно жить без визы 45 дней, вообще ничего не делать, просто поставить штамп на влете. Это очень удобно, если ты едешь какой-то в отпуск до 45 дней. А если ты хочешь остаться на 3 месяца, то нужно получить визу, электронно купить визу заранее. Стоит она $25 на 3 месяца. То есть здесь вот очень похоже с тем, что происходит с россиянами, с российскими гражданами. Когда мы въезжаем, покупаем визу на месяц, а потом еще на 2 продляем. Но у других гражданств немножко по-другому. Там вот так для всех. То есть заранее когда? Когда ты только прилетел или когда у тебя уже заканчивается? Нет, ты должен сделать визу до того, как ты влетел во Вьетнам. Вот эту визу 3-месячную. Электронно, удаленно, с той стороны, откуда ты вылетаешь. Ты знаешь, как это делается?
Ну, конечно, знаю. И есть ссылки официальные на ресурсы Вьетнама, и мы можем поделиться ими. Вот. Значит, 3 месяца за $25 ты можешь жить, а потом ничего такого типа, как здесь в Египте, что вот можно продлить визу, сделать длинную визу, там, если у тебя есть договор аренды или собственность, квартира в собственности. Нет, тогда нужно выезжать на визаран. То есть нужно выехать, и одним днем, 1,5 дня это обычно, выезжают обычно в Лаос или в Камбоджу. В Лаос для россиян это вообще безвизовый въезд, а в Камбоджу надо на границе купить визу. Нужно выйти, пробыть там несколько часов, и можно заезжать обратно. Но если хочешь сделать вот эту еще раз 3-месячную визу, то там надо на 1 день задержаться. Стоимость такого визарана небольшая вообще, то есть в районе $50, и делают это все на больших автобусах двухэтажных, называются слип-басы, то есть басы, в которых можно спать. Там нет сидячих мест, а там есть места спальные. И вот ты забираешься туда на ночь. Мы так ехали из Хошимина, куда мы прилетели, в этот Ничанг, где мы останавливались на этом слип-басе. То есть ложишься, разлегаешься, там у тебя есть интернет, есть водичка, есть одеяло, есть экран, можно смотреть кино, телевизор, можно слушать музыку, и вот так вот всю ночь едешь. Ну, не супер-пупер, но, в общем, нормально, особенно учитывая, как мало это стоит. Супер. И насколько эта виза дается? На 3 месяца, а потом как ты? Бесплатно на 45 дней, просто штамп ставится. Да, а так 3 месяца. А за $25 3 месяца. И потом обязательно выезжать, да. Но я... Сколько визаран стоит? $50. Чтобы выехать? Конечно. Туда-обратно? Конечно. А, нормально. Ты это сказала, да? Да, я это сказала. Чем ты слушаешь? Я Сейчас, уже на подожди. пляже во Вьетнаме лежу, чем я слушаю. Сейчас я перепроверю, что $50. Да, $50. И еще такой момент, ведь там в Юго-Восточной Азии очень дешевые перелеты между местными странами. Там есть много лоукостеров практически в каждой стране, такие как Air Asia, VietJet. И там буквально, вот мы смотрели билеты на Бали, в Индонезию из Ничанга, и это стоило там 7 тысяч рублей туда-обратно, один билет. Вот, то есть совсем очень дешево. И поэтому на визаран, если уж совсем ты экономишь, то выезжаешь в Лаос или в Камбоджу вот на этом слип-басе, потому что ночь туда едешь, ночь обратно едешь, день там. А если у тебя есть деньги, то можно выехать и в Индонезию, на тот же Бали, и в Малайзию, в Куала-Лумпур, там, и на Филиппины, в Манилу, где там сверхъестественный шопинг, у них там огромные там, центры торговые Юго-Восточной Азии. Вот, так что с этим делом тоже все нормально. Так, давай теперь последнее. Все. Да. Угу. Еще, я помню, ты спрашивала меня про безопасность. Про безопасность ситуация такая. В целом, конечно, безопасная страна Вьетнам, но там есть такая фишечка, там развито мелкое воровство. И телефоны вот так, как здесь мы в Египте делаем, приходим в кафе, вот так кладем на стол телефоны, болтаем, зацепляемся языками. Там так делать нельзя, потому что этот телефон просто украдут. Воруют рюкзачки с пляжа. То есть, вообще с вещами, составлением вещей, очков, телефонов, рюкзаков, сумочек нужно быть очень осторожным. Мы даже купили такие веревочки, которые привязываются к телефону, и постоянно, пока жили там, телефон у нас был на шее. Ну и что, Вика, самую главную фишку, которую я так хочу поделиться со всеми, я оставляю напоследок. Друзья, во Вьетнаме огромные, чистые, песчаные пляжи, совершенно бесплатные. Они не принадлежат никому, они принадлежат всем. И когда ты там живешь, ты в любой день и в любое время дня ты можешь выйти на этот пляж и насладиться прекрасным морем. Море там неспокойное, не такое, как здесь, но тоже теплое и очень ласковое. В общем, я постаралась вам рассказать свои впечатления от зимовки во Вьетнаме. Но уверена, что у вас будут вопросы, потому что все вот так уложить в одно видео невозможно. Поэтому пишите их в комментариях, и я буду отвечать. Пока!
Ну что ж, на сегодня все. Буду с вами прощаться. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. И самое главное, смотрите видео, которые я оставляю в заставках. Там всегда много ценного. Пока-пока. До скорых встреч.